Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран допрашивает Дилана в комнате и спрашивает, где письмо. Джавахир сказал, что прислал мне письмо. Вы знаете об этом письме? Дилан говорит «да». Когда Баран спрашивает Дилана, как ты можешь мне этого не говорить, Дилан думает, как я могу это говорить. Мисс Азади не позволила этого. Баран пытается успокоиться и кричит, но где письмо? Дилан молчит и вспоминает, как его предупредила госпожа Азади. Пока я раздумывал, что сказать, госпожа Азади вошла и сказала, он дал это мне, а я выбросил. Баран злится и спрашивает, если оно у тебя есть, почему ты его выбросил? Пока госпожа Азади говорила, что мне делать, она, очевидно, хочет нарушить наш покой письмом, отправленным злым человеком. Отпусти это письмо, не нападай на ее дочь, вы два живых существа. Приходит господин Кудрет и спрашивает, что почему-то происходит. Затем госпожа Азади говорит Дилану, давай, пойдем, и они выходят. Госпожа Азади предупреждает Дилана не разговаривать и не воспринимает слова Дилана всерьез. Господин Кудрет спрашивает, что случилось, и пытается узнать это у Барана. Однако Баран считает, что Дилан промолчал из-за давления госпожи Азади. Баран говорит, что если я не смогу достать письмо, я могу связаться с человеком, который его написал, завтра я поеду к Джавахиру и узнаю, в чем его проблема. В семье Джевдет всплывает тема гулача, который купил Харун. Харун вспоминает забавный разговор, который у него был с Ясмин, и когда он спрашивает Ясмин, понравилось ли ей это, Ясмин нерешительно отвечает, мне это не очень понравилось. Но Ясмин ест так охотно, что это не остается незамеченным для Сельмы, она ненавязчиво говорит Цеврии, что если тебе не понравилось, ешь чуть медленнее, подавишься. Дилан приходит к Гуль и сообщает ей, что узнала о письме Барана от Джавахира. Когда Гуль запаниковал и спросил, знает ли он, что написано внутри, Дилан ответил, успокойся, но я не могу лгать, глядя Барану в глаза. Когда Гуль спрашивает, ты мне говорил, Дилан отвечает, что Азади хочет, чтобы я уничтожил письмо. Гуль тоже думает так же и говорит, что судьба нашей семьи зависит от ваших рук. Сельма же ищет дом рядом с домом Цеврии. Гуль рассказывает Ферату о своих разговорах с Диланом, а затем спрашивает Ферата, должны ли мы пойти, может быть, лучше уйти. Ферат говорит, что мне некуда идти, даже если я убегу от всех, я не смогу убежать от себя, мне придется столкнуться со своими грехами. Роуз говорит, если хочешь, мы можем пойти еще раз. Ферат отвечает, я не могу тащить тебя в неизвестность, я готов заплатить любую цену, мы останемся здесь и заплатим в любом случае, мы убежали. Вне дорог. Пока Дилан сидит на кровати, в комнату заходит Берон и ложится, повернувшись спиной. Когда Дилану не хочется разговаривать и он спрашивает, стоит ли нам поговорить, Берон встает и говорит, что ты поступил неправильно. Когда Дилан говорит, вы очень правы, но я не хотел, чтобы этот человек нас расстраивал, Берон говорит, я знаю, что вы скрыли это из-за моей бабушки. В то время как Дилан думает, что он все понял, когда Берон спрашивает, скажи мне, что было написано в этом письме, Дилан вспоминает, что он прочитал в письме, а затем внезапно поворачивается к Берону и говорит, он выбрал соленый огурец, дорогая, точка. И Берон идет за соленьями. Когда Сельма извиняется, что уже поздно, и спрашивает Харуна, может ли она отвезти меня домой, Харун вынужден согласиться. Когда Харун говорит, что приготовления на самом деле должны были быть сделаны накануне вечером в ресторане, Ясмин все равно справится с этим, и Ясмин сердито говорит, я сделаю это, я сделаю это. Дилан на одном дыхании съедает огурец, принесенный Бараном, а затем благодарит ее. Пока Дилан спит, Берон просыпается, смотрит в окно и вспоминает, что произошло, когда он спросил Дилана о письме. Снаружи, пока Ферат стоит в печальном углу, Джихан подходит к нему и спрашивает, что с ним. Он смотрит в окно и говорит, «Я мой милосердный брат». Тем временем Ферат вспоминает время, когда Джихан пытался покончить с собой.
Затем он хватает Джихана за плечо и говорит: «Я рад, что ты у меня есть, мой лев». Но Джихан начинает как бы невзначай спрашивать, кто его беспокоил: «Мы избавились от всех неприятностей, в чем твоя проблема?» Когда Ферат не отвечает, Джихан идет в школу и говорит: «Я понял, ты мне не скажешь, так что давай чем-нибудь тебя отвлечем, после школы у нас будет матч, готовься». Как только Дилан просыпается, Баран садится рядом с ним и говорит: «Я спрошу тебя в последний раз, что было написано в письме». Дилан вспоминает слова госпожи Азади и думает, что из них сделать. Баран говорит: «Я понимаю вас, госпожа Азади, вы не хотите говорить, пока она на меня давит», и выходит из комнаты, потому что у нее есть работа. Ясмин злится, что Харун оставил ей всю работу вечером. Тогда приходит Харун и говорит, что вся работа возложена на тебя, извини, я взяла Сельму в такси, чтобы догнать тебя, смягчается Ясмин. Пока Дилан разговаривает со своим ребенком и говорит, что она не знает, что делать, приходит госпожа Азади и спрашивает: «Выбросили ли вы письмо?». Когда Дилан говорит, что еще нет, госпожа Азади просит письмо. Дилан сначала не хочет давать его ей, но госпожа Азади берет его из ее рук. Он выходит из комнаты, как только получит, Дилан бежит за ним. Он рано или поздно научится. Когда я говорю: «Пусть учится у нас», госпожа Азади выходит из особняка, думая, что это не ваше дело. Дилан бежит за ней, крича: «Миссис Азади, мисс Азади». Ясмин волнуется, разговаривая с матерью, и когда она говорит, что вернется очень скоро, Харун слышит и расстраивается. Леди Азади не слушает крики Дилана и пытается сжечь письмо в углу сада особняка, но Дилан пытается ее остановить. Когда я спрашиваю: «Бабушка, что ты делаешь в это время?», госпожа Азади говорит, что мне нужно сделать, и пытается это сжечь. Баран берет его из его рук и говорит: «Дилан, извини, мне пришлось это сделать». Пока Баран читает письмо, Дилан и Азади Ханым стоят рядом с ним. Баран не может понять, о чем он говорит, потому что не может прочитать сожженные части письма, затем поворачивается к Дилану и Азади Ханым и спрашивает, что этот человек рассказал о Ферате. Гуль повсюду ищет Ферата, и когда она наконец находит его, она говорит, что ей очень жаль, и она беспомощна. Ферат – мальчик, чью жизнь я испытал, он задавался вопросом, что со мной не так, и пытался поднять мне настроение. Он говорит, что это слишком тяжело, я этого не вынесу. Когда Баран не может получить ответ на свой вопрос, он говорит: «Я пойду и спрошу его, тогда посмотрим, что скажет Ферат». Когда Дилан пытается остановить его, он говорит: «Ты не сможешь меня остановить, очевидно, Ферат что-то сделал, не беспокойся». В то время как Ферат хочет прийти к ним, Гуль хочет остановить его, но Ферат идет к ним, говоря: «Я больше не могу делать это со своей семьей». Когда Баран говорит: «Либо скажи мне, либо уйди с дороги», приходит Дилан, Ферат, и говорит: «Дядя, не спорь из-за меня». Баран спрашивает: «Почему ваше имя упоминается в письме, отправленном Джавахиром?» Несмотря на то, что все хотят помешать Ферату говорить, Ферат признается, что пытался убить Джихана. Сначала Баран не хочет верить тому, что он услышал. «Ферат, ты слышал, я пытался убить своего брата». Он объясняет, что это я добавил яд в сыворотку Джихана и ударил его по голове. «Теперь ты знаешь, сделай все, что вы хотите сделать». Баран сердито сжимает горло Ферата и кричит: «Почему?». Все в особняке видят их и паникуют, кроме Хасана. Госпожа Сабиха подходит к нему и шепчет ему на ухо: «Хасан, ты получил то, что хотел». Пока Баран говорит Ферату: «Как тебе не стыдно?», Ферат говорит: «Чтобы ты не собирался сделать, я это заслужил, так что прекрати мое наказание и прекрати эти муки совести». Дилан и Гуль изо всех сил пытаются их разлучить. Когда Баран покидает Ферат, Дилан обнимает его за руку и говорит: «Ты прав, но, пожалуйста, не делай того, о чем будешь сожалеть, Баран». Пока Баран сердито хватает Ферата за шею и кричит, чтобы он уходил, все следуют за ними. Пока Джихан покидает особняк и пытается понять, что происходит, Дилан садится в машину Джихана и говорит, что нам нужно наверстать упущенное, прежде чем Джихан совершит что-нибудь безумное. У Гэжи Азади за спиной нервный срыв.
Госпожа Сабиха и госпожа Кадер держат ее за руку и уводят внутрь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.